Всем салют, на связи Юрий Окунев. О Стивене Кинге знают все, даже если не читали его произведений. И в этом материале я собрал 5 советов Стивена Кинга писателю, которые он дает в своих лекциях и книге «Как написать книгу». Каждому из 5 пунктов я даю собственный комментарий, чтобы приземлить высокие материи на повседневные реалии. Почему мнению Кинга стоит доверять? На это есть несколько причин. Во-первых, он очень много пишет и издает. На протяжении десятилетий он остается плодовитым автором. Во-вторых, его книги раскупают миллионными тиражами, что позволяет ему быть одним из самых состоятельных и высокооплачиваемых писателей на протяжении многих лет. В-третьих, это сильная личность, которая научилась преобразовывать свой опыт в интересную историю. И в-четвертых, даже сейчас, когда читаешь или слушаешь эти строки, он продолжает создавать новое. Сразу скажу, что я не со всеми советами на 100% согласен, но по крайней мере они заставляют задуматься и обосновать свой собственный метод письма. Первый из 5 советов Стивена Кинга. Дайте идее время, как жемчужине ей необходимо созреть в собственной раковине. Разумное замечание, а то слишком много полуфабрикатов, начиная от замороженной пиццы и до несоставленной завязки и истории. Поэтому здесь один из 5 советов Стивена Кинга очень стоит, который учитывать. Как минимум, не спешите делиться идеей ни с кем. Пусть она из одного предложения превратится в абзац, подрастет, окрепнет, обзаведется завязкой или важными параметрами, как история и имя персонажа. Это же не Икеа, где необходимо получить несколько элементов и самому собрать стул. Идея должна быть оформлена так, чтобы ее поняли. Ну, хотя бы поняли, с какой стороны начинать. Второй из 5 советов Стивена Кинга. Записи – лучший способ сохранить плохие идеи. Хорошие всегда возвращаются. Интересная мысль, которая выступает фильтром для идей. Ведь у человека в голове множество сумбура, и из него периодами всплывает что-то необычное. Согласно мнению Кинга, не стоит хватать такую идею за жабры и тащить препарировать на берег, то есть записывать. Во-первых, это противоречит первому совету, а во-вторых, есть шанс дать жизнь плохой идее. Скажу так, согласен лишь отчасти, поскольку сам записываю многие идеи. Но согласен с тем, что хорошие идеи всегда возвращаются. Как бы ни шла жизнь, некоторые персонажи, зарисовки в голове остаются. Они могут меняться вместе с автором, но они всегда рядом. Кинг приводит собственный пример, роман «Под куполом», который превратили в сериал, он же был придуман в 1973 году. Он написал какое-то количество страниц, но спустя десятилетия восстановил их по памяти. Дважды. Хорошая идея сохранилась. Правда, в этом же примере есть загвоздка. Он все-таки записал, а это автоматически помогает запомнить идею. Просто от плохой останется лишь смутное ощущение, а от хорошей яркий образ. Я сейчас как раз работаю над историей, которая ждала своего часа несколько лет. И в этом контексте согласен, что даже потеряв все записи, я смог бы с той или иной степенью точности их восстановить. Третий из 5 советов Стивена Кинга. Пишите истории, а не акцентируйтесь на языке. Стивен Кинг отмечает, что никогда не любил поэзию, в которой много внимания уделяют красоте языка. По его мнению, лучше сосредоточиться на подаче сюжета, оживлении самой истории, нежели прибегать к излишне красивым и сложным писательским приемам. Это эффективнее и приятнее для читателя. Как сказал один современный автор, никто еще, прочитав книгу, не сказал, что сюжет был скучным, персонажи плоскими, но техническое описание великолепным. Нет, цепляет другое. История, персонажи, эмоции. А этого добиться можно и простыми словами, короткими предложениями. Несмотря на простоту, книги становятся живыми, а это именно то, ради чего писатели и работают. Никому не нужна технически хорошо выполненная работа, если ее скучно читать. Но если она написана ярко, весело, захватывающе, то даже грамматические ошибки простят. Ну, кроме граммер-нации, но это отдельная категория людей. Четвертый из 5 советов Стивена Кинга. Идите за историей, за персонажами и не спойлерите себе историю сценарием. Замечательный совет, который я поддерживаю всеми 4 конечностями. По сути, существует 2 стиля написания книги – разработка сюжета и его заполнение, или постепенное следование за тем, что происходит на бумаге, понятия не имею, что будет дальше. Кинг, как и я, придерживается того мнения, что история может и должна быть спонтанной. Необходимо придумать интересную исходную ситуацию, как прозрачный купол, закрывающий город от всего остального мира, и персонажи, которые вызывают эмоции, вспомните стрелка Роланда из цикла «Темная башня», и просто дать им писать историю. Это удивительное ощущение, когда ты сам не знаешь, что будет дальше, как повернется история и что натворят твои персонажи. Но если я согласен с Кингом, то не все авторы столь категоричны. Дюма, например, готовил сюжет, а лишь потом прописывал саму книгу. Среди моих друзей как минимум 2 используют сценарий, и это не мешает им писать яркие и эмоциональные истории.
Так что здесь зависит от степени вовлеченности автора и, возможно, от типа психологии. 5 из 5 советов Стивена Кинга. Если у вас нет времени на чтение хороших книг, то нет времени и навыков для письма. И снова соглашусь с великим Стивеном Кингом. Считаю, что мои навыки письма зародились только благодаря постоянному чтению самой разнообразной литературы. Несколько школьных лет я с трудом оформлял нормальную оценку в табеле, пока в какой-то момент не начал писать без ошибок и интересно. Если же говорить про писательские истории, то чтение других книг – это как сбор материала для строительства. Описание персонажей, художественные приемы, неожиданные сцены и повороты – это все подчеркнуто из тех или иных книг. Разумеется, есть те, кто прожил богатство выдуманных историй в своей реальной жизни и теперь способен описать их простым и сложным языком. Но в целом, как говорится по статистике, начитанность играет на твоей половине поля. Хотя успокою, если читаешь мало, но при этом имеешь реальный опыт переживаний и выражаешь его на бумаге, велик шанс, что он будет воспринят благосклонно. Тем более, сегодня читать увлекают самые разные темы, сюжеты и миры. Вот такие советы от Мэтра. Понравились ли тебе 5 советов Стивена Кинга писателю? Если да, поделись с друзьями в социальных сетях, залайкай или напиши комментарий. Тебе не трудно, а писатели будущего будут тебе благодарны. Всем бобра!